Есть много обзоров и видео о том, какой Киев прекрасный город и как отлично здесь жить. Огромное количество возможностей, яркая насыщенная жизнь, тусовки, различные крутые мероприятия, большие зарплаты и работа в топовых компаниях страны. Но наряду со всем этим есть и то, что раздражает, возмущает, а в некоторых даже заставляет переезжать из Киева в другие города или возвращаться туда, откуда они родом. Именно этим я и хочу сейчас с вами поделиться, ведь мне есть что вам рассказать. У меня насобиралось как минимум 10 причин, почему тебе не понравится жизнь в Киеве. Обязательно досмотри видео до конца и узнай, что такое синдром ФОМО, которым страдают многие жители столицы, а может быть и ты. И напомню тем, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, жмите колокольчик и следите за новыми выпусками. Лайкайте, комментируйте, переходите на мой канал и смотрите другие мои интересные видео. А также не забывайте делиться теми, которые вас зацепили. Итак, 10 причин, почему тебе не понравится жизнь в Киеве. Первое. Пробки. Самая главная проблема Киева, которая раздражает абсолютно всех. За последние 10 лет пробки в Киеве стали неотъемлемой его частью, и этому послужил ряд факторов. Каждый год в Киев переезжает все больше людей из маленьких городов и пригорода. Соответственно, увеличится и количество автомобилей. Постоянно строятся новые объекты, включая новые ЖК, из-за чего частично могут перекрываться дороги. К тому же в столице и без того постоянно проводятся плановые ремонты дорог и мостов, что также замедляет разъезды по городу. А еще никто не отменял ДТП, которые, к сожалению, происходят достаточно часто. Таким образом, в час пик вы можете добираться час-полтора часа минимум, а то и все два, если ехать вам достаточно далеко. Причем, если раньше пробки были в основном только утром и вечером, то сейчас, например, в любой будний день, даже в обеденное время, вы точно так же можете попасть в пробку. В такой ситуации возникает только один вопрос: куда все эти люди едут? Рабочий же день. К слову, интересно, что в пробки вы попадаете независимо от того, добираетесь вы своим транспортом или общественным. В данном случае спасти может разве что метро, но и там в час пик вас подстерегают толпы людей, но об этом отдельно чуть позже. А если взять в учет еще и тех, кто добирается из пригорода каждый день, то им приходится стоять в пробках еще с самого въезда в столицу. В общем, как вы поняли, по части пробок едва ли найдется хоть один город в Украине, который сможет превзойти Киев. Второе. Мало парковок. Еще одна проблема, которая в последнее время достигла огромного масштаба. Парковок по Киеву очень мало, и сами по себе они небольшие, либо же всегда забиты. Особенно это касается центра столицы, и с этой проблемой сталкиваются как и те, кто приезжает в центр по делам, так и те, кто постоянно живет там. Причем в старых кварталах Киева эту проблему очень сложно решить, чего не скажешь о новых жилых комплексах. Очень часто застройщики добавляют подземный или наземный паркинг для жителей ЖК, особенно в элитных районах. Но не все застройщики столь ответственно подходят к решению данного вопроса. И точно так же есть те, кто дома выстроил, а парковок рядом, увы, нет. И заметьте, если раньше строили дома в 5-9 этажей, то сейчас все больше строятся высотки в 20-25 этажей. И всем этим людям, которые будут там жить, нужно где-то парковаться. А представьте, если в семье 2 машины. Парковки есть разве что в торговых и бизнес-центрах. Но опять-таки, вы сможете оставлять там машину только на время посещения. А в бизнес-центрах зачастую еще и только при наличии специального пропуска. Так что будьте готовы, что в центре за паркоместо придется платить. Ну и давайте будем откровенны, ответьте честно на вопрос: вы очень любите платные услуги и реально готовы постоянно отдавать деньги за парковку? Даже если вы оказались в том меньшинстве, кто действительно готов за это спокойно платить, то скорее всего именно в том месте, где вам нужно будет оставить машину, парковку вы просто не найдете. Скажем так, работает закон подлости. Поэтому эта тема очень и очень возмущает многих жителей Киева. Третья причина — это дорогие квартиры. Квартиры в Киеве дороже почти в 2 раза, чем в любом другом городе. Особенно это касается вторичного рынка. То есть, если в любом другом городе, будь то Одесса, Харьков, Ивано-Франковск, вы сможете взять однокомнатную квартиру от 10 тысяч долларов, то в Киеве такая же квартира обойдется вам уже от 18-20 тысяч долларов. Еще раз повторю, что мы сейчас не берем в учет дорогостоящие ЖК. Цены на квартиры, в которых в том же Днепре или Одессе, могут быть на уровне столицы. Мы рассматриваем обычные средние квартиры, в основном с вторичного рынка.
Это же касается и аренды квартиры. Самые дешевые квартиры в Киеве это 5-6 тысяч гривен в месяц. В той же Одессе или Виннице, например, месячная аренда квартиры обойдется вам всего 3-4 тысячи гривен. Кому интересна тема аренды жилья в столице, посмотрите мои подборки лучших ЖК среднего и премиум класса. Видео можете найти на моем канале. Четвертая причина это дорогая жизнь. Вообще, в принципе, жизнь в Киеве дороже, чем в любом другом городе Украины. Продукты питания стоят на 10-20% больше, чем в других городах. Одежда дороже на 15-30%. Это же касается и любых других услуг, начиная с аренды авто и шиномонтажа, заканчивая салонами красоты и барбершопами. Точно такая же история с развлечениями, ресторанами, курсами, спортзалами и прочее. Обычно разница в ценах где-то 1,5-2 раза минимум. Кстати, в одном из моих видео можете посмотреть более детальный обзор, сколько стоит жизнь в Киеве. Ссылку оставлю в описании. Пятая причина, друзья, это мошенничество. Наверное, каждый житель Киева хоть раз в жизни сталкивался с мошенниками. Тем более, что сейчас очень много разных схем мошенничества, особенно в онлайн и по телефону. Даже в метро вас предупреждают о том, чтобы вы не давали никому никакие деньги, даже если ходят просят, поскольку очень часто можно попасться на мошенников. В Киеве вас могут обмануть где угодно, при поиске жилья, работы и даже самое безобидное, знакомство может обернуться замаскированной аферой. Об этом я также рассказывал в одном из предыдущих видео. Обязательно посмотрите, ведь в столице, где по официальным данным живет почти 3 миллиона людей, особенно нужно быть всегда начеку. Шестая причина это экология. Ни для кого не секрет, что качество воздуха в Киеве с каждым годом становится все хуже. Ситуация, конечно, немного улучшилась во время карантина, но ненадолго. По многим рейтингам Киев в принципе занимает первое место или же входит как минимум в пятерку лидеров по загрязнению воздуха в Украине. Главными причинами являются автомобили, которые выбрасывают в воздух до 80% загрязняющих веществ, неблагоприятная погода и лесные пожары в области, дым от которых добирается до столицы. Еще одной хронической проблемой являются отходы, как бытовые, так и опасные, а в последние 2 года к ним добавили еще и медицинские. Уровень загрязнения Киева, к сожалению, очень большой. В общем, все это очень негативно влияет на экологическую ситуацию в Киеве, и с этой точки зрения едва ли столицу можно назвать очень благоприятным местом для жизни. Седьмая причина это толпы людей. Еще раз вернемся к теме большого количества населения в Киеве. Как я уже говорил, потоки приезжих с каждым годом только увеличиваются. Здесь, куда бы вы ни пошли, будьте готовы к большому количеству людей, к толпам и очередям. Особенно это ярко наблюдается в общественном транспорте, особенно в час пик. Вы либо стоите на одной ноге в маршрутке, либо же находитесь в эпицентре давки в метро. И в обоих случаях, как и водители авто, которые в это время рядышком тянутся в пробке, проклинаете все на свете. Если вам нужно попасть к врачу или в салон красоты, сделать ТО машины или оформить кредитную карту в банке, что бы то ни было, будьте готовы отстоять в очереди, даже если вы придете заранее, потому что заранее придет еще с десяток таких же умных, как вы. Восьмая причина – большая конкуренция. И в продолжении предыдущего пункта хочу отдельно выделить конкуренцию. Вы должны понимать, что в Киеве на ваше место всегда есть кто-то другой, минимум 10 таких же, а то и круче. И обычно, кстати, всем нужнее. У всех обстоятельства посерьезнее ваших. Это касается всего, от поиска работы до записи к врачу. Иногда приходится в прямом смысле слова отвоевывать свое место. Если это касается работы, доказывать, что именно ты достоин этой позиции и быть готовым постоянно совершенствоваться как в профессиональном, так и личностном плане. Кстати, как стать незаменимым сотрудником, я также рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Особенно рекомендую посмотреть тем, кто хочет быстро подняться по карьерной лестнице и удержать свою позицию. Ссылочку на это видео также найдете в описании. Девятая причина, одна из самых глобальных причин, это сложно психологически и эмоционально. Все вышеуказанные пункты сами по себе уже могут стать причиной возникновения стресса и невроза. Если вы каждый день раздражаетесь от пробок, потом нервничаете целый день на работе, расстраиваетесь от постоянной нехватки денег и так далее, то ваше психологическое и эмоциональное состояние явно нельзя считать стабильным и нормальным. К тому же есть люди, которые сами по себе более мягкие, впечатлительные, чаще расстраиваются и слишком принимают все близко к сердцу. Для таких людей жесткая жизнь в Киеве может стать целым испытанием.
Насыщенная жизнь и быстрый темп на самом деле подходит не всем. Но что интересно, не все готовы это признать. Понятно, что в мире, где все гонятся за успешным успехом, хочется быть и на этой же волне. Но я знаю достаточно много случаев, когда человек живет в более комфортной для себя маленьком городе. При этом у него свой успешный бизнес. Он может позволить себе несколько раз в год слетать в отпуск, и его полностью устраивает его жизнь. При этом, как я уже рассказывал в одном из своих видео, 80% жителей Киева живут от зарплаты до зарплаты, буквально выживая тут. Вряд ли такую жизнь можно назвать супер классной и комфортной. И вряд ли такая жизнь кому-то нравится, если быть честным. И 10-я, последняя причина — это синдром ФОМО. А еще многие жители столицы 100% страдают синдромом ФОМО. С английского это буквально переводится как страх, что ты что-то упускаешь. Это навязчивое ощущение, что ты живешь менее полноценной жизнью, чем окружающие. В таком состоянии тебе кажется, что ты ничего не успеваешь и что все самое интересное проходит там, где тебя нет. Ты уверен, что все вокруг бесконечно ходят на какие-то тусовки, лекции, выставки, спортзалы, в гости и много гуляют. Развитию этого синдрома однозначно способствуют социальные сети, где половина твоей френд-ленты вечно тусуется, куда-то ездит, даже завтраки у них выглядят намного интереснее твоего. Появляется ощущение, что у всех кроме тебя не жизнь, а сплошной праздник и фейерверк. И если жители маленьких городов могут списывать все на то, что ну да, в Киеве же большие возможности, там жизнь интереснее, то ты, живя здесь, уже не можешь сложившуюся ситуацию оправдать этим, потому как ты и так живешь в самом эпицентре событий. Поэтому мне кажется, что люди, которые живут в столице, переживают такое состояние еще болезненнее. Это ощущение также иногда называют синдромом упущенных возможностей. Замечали у себя такое? А еще, если вы внимательно смотрели мое видео, то должны были обратить внимание, что практически по каждому из пунктов у меня есть отдельные сюжеты, которые вы можете найти на моем канале. Они будут полезны как и жителям столицы, так и тем, кто только думает над переездом. Смотрите, лайкайте, комментируйте и делитесь теми видео, которые вам действительно понравились. Также напишите мне в комментариях, что бы вы хотели узнать о жизни в столице. На самые интересные темы обязательно сниму отдельные сюжеты. Ведь что бы то ни было, мне есть что вам рассказать. Лайк, если видео понравилось, и подписка, если вы до сих пор этого не сделали. Жмите колокольчик и следите за новыми выпусками. Дальше больше, друзья. Оставайтесь с нами.